Георгиевская лента играет важную роль в российском обществе. Она появляется фактически на всех мероприятиях, связанных с войной и патриотизмом. Откуда такая связь этой ленточки с военными действиями и как она появилась вообще? Досматривай мой ролик до конца, и ты все узнаешь. Не будем терять ни секунды, погнали. Георгиевская лента появилась в конце 18-го, в начале 19 века в Российской империи. Она стала символом памяти о тех, кто погиб в борьбе с врагами России. Георгиевскую ленту начали носить как награду за отвагу и храбрость военнослужащих, а также в качестве знака уважения к павшим героям. История возникновения этого символа уходит своими корнями в 18 век, когда был учрежден Орден Святого Георгия, высшая военная награда Российской империи. Орден имел черно-оранжевую ленту. Черный цвет на ленте символизировал дым, тьму или сложное испытание, которое приходится преодолевать во время войны, а оранжевый цвет обычно ассоциируется с пламенем, солнцем, надеждой и победой. Он был учрежден императрицей Екатериной II в 1769 году в ходе русско-турецкой войны в честь Святого Георгия. Орден представлял собой комплекс отличий для офицеров, нижних чинов и воинских подразделений за заслуги на поле боя и выслугу в воинских чинах. Он имел 4 степени, а его знаки украшались желто-черной лентой. Помимо Георгиевской ленты и Ордена Святого Георгия существуют и другие символы, которые ассоциируются с этой темой. Например, гвардейская лента, которая носилась во времена Великой Отечественной войны. По сути, это Георгиевская лента, которая изменилась под советские реалии и стала гвардейской. Она носилась гвардейцами как знак отваги и служения Родине и не отсылалась к Российской империи, как могли бы подумать многие. Также был и Георгиевский крест, который также ассоциируется с Георгиевской лентой. Он используется как символ веры, мужества и памяти о погибших воинах. В настоящее время, кстати, орден восстановлен в качестве военной награды Российской Федерации. Георгиевская лента стала олицетворением военной доблести и славы еще задолго до Второй мировой войны, а ее перерождение в гвардейскую ленту при советской власти подняло боевой дух Красной Армии. Но для многих людей Георгиевская лента ассоциируется не с подвигами воинов России или же памяти о предках, а с войсками Власова, который предал Советский Союз и начал боевые действия против своего же народа. Часто можно услышать утверждение, что такую ленточку красноармейцы не носили и что данная ленточка отсылается к нацистам. Я не буду обсуждать мотивы и взгляды Власова, ибо это тема для следующих роликов, но касательно Георгиевской ленточки я немного задену тематику русских коллаборационистов. До 1943 года подразделения русской освободительной армии существовали только в пропагандистских документах. До этого времени бывшие советские военнопленные не принимали участие в регулярных боевых действиях, потому что в нацистской Германии на тот момент еще придерживались строгого отбора в армию по национальному признаку, и советских военнопленных лишь использовали как вспомогательные силы вермахта для борьбы с партизанами. Также параллельно с войсками Власова существовали другие русские подразделения. Это русская освободительная народная армия под командованием Бронислава Каминского, дивизия Русланд, которая позже стала первой русской национальной армией, русский корпус, сформированный из эмигрантов, осевших в Югославии, казачьи части в составе вермахта и СС. В ноябре 1944 года в Праге под присмотром немецкого командования прошло объединительное заседание Комитета освобождения народа в России, в который вошли и генерал Власов со своей армией, и представители эмигрантских организаций. У каждого из русских подразделений на немецкой службе была собственная символика. Отличительным знаком русской освободительной армии стал щиток с Андреевским флагом и аббревиатурой РОА. У дивизии Русланд восьмиконечный православный крест и многим известный триколор. У Комитета освобождения народа в России черный Георгиевский крест на белом фоне с красной окантовкой. Из специальных орденов, учрежденных для власовцев, существовал только знак отличия за храбрость и заслуги для восточных народов, который ввели в июле 1942 года. Ни один орден или отличительный знак не был даже отдаленно похож на Георгиевскую ленту. Но тогда откуда возникла такая ассоциация? Дело в том, что многие русские коллаборационисты, состоявшие на службе у нацистов, действительно носили награды с георгиевскими лентами. Они заметны на различных фотографиях русских коллаборационистов, и именно отсюда и возникает данная
данный миф. Многие люди, которые верят в то, что Георгиевскую ленту носили войска Власова, не понимают, что эти люди заслужили свои награды еще во времена Российской империи. И Георгиевские ленты им выдала непосредственно власть Российской империи, а не коллаборационисты на службе у немцев. Практика носить награды Российской империи, которые показывали заслуги солдата, была даже распространена у красноармейцев, между прочим. Например, на фото, сделанном в Берлине в мае 1945 года, драматург и писатель, военный корреспондент Красной армии Всеволод Вишневский запечатлен со всеми своими георгиевскими наградами, а именно крестом и 2 медалями. И безусловно, у красноармейцев было меньше георгиевских ленточек, чем у коллаборационистов, потому что многие из этих людей не служили в армии Российской империи. Я надеюсь, что с мифом о том, что георгиевскую ленту носили только русские коллаборационисты, окончательно покончено, и мы продолжим говорить и дальше о георгиевской ленточке. Георгиевская лента стала важным символом в память о погибших воинах и ветеранах. В России, начиная с 9 мая 2005 года, традиция носить ее на День Победы стала особенно яркой. С появлением георгиевской ленты родилась традиция носить ее на одежде, рюкзаке или автомобиле в дни памяти о погибших воинах. В настоящее время георгиевская лента стала национальным символом России и нередко используется в патриотических шествиях и митингах, посвященных памяти о павших солдатах. Она выражает уважение к подвигу победителей и служит напоминанием о важности памяти о войне. Также стоит напомнить, что ношение георгиевской ленты требует особого уважения и должно занимать достойное место в российском обществе. Напиши мне в комментарии, носишь ли ты эту ленточку на 9 мая, и подпишись на мой канал, чтобы быть в курсе последних видео. Спасибо, что досмотрел до конца. До новых встреч!